Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Иногда хочется простого человеческого, вот такого взгляда в свою сторону. Однажды Чонгука спросили, кем был Тэхён для него, и он ответил: «Я счастлив, когда мы вместе». Девятое место. Чонгук сказал Тэхёну: «Но, Хён, я тебе никогда не врал». Эти слова так тронули меня. Восьмое место. Совпадение или нет? На этом шоу Чонгук старательно засовывал свою фигурку так, чтобы она оказалась сверху. В итоге получилось, что фигурки целуются. Пока армия занята обсуждением новых историй Джина, люди перестали связывать мадам из Blackpink с Тэхёном и переключились на другой объект. Теперь под пристальное наблюдение попал Мингю. Это какой по счету потенциальный ухажер получается. Может, вы еще не знаете, но все так и было на самом деле по версии И. Седьмое место. Крошечные магнитики. Шестое место. Поведение пары. Помните этот сезон Bon Voyage, когда Чонгук был занят своим телефоном и был слишком сосредоточен на нем все время, пока Тэхён не приехал, а потом он внезапно забыл о своем телефоне. Они вели себя как семейная парочка. Чонгук залипает на Тэхёна, которого показывают на большом экране. Когда Тэхён не хочет отпускать Чонгука. Пятое место. Эх, понятно все с тобой, Чонгук.
В день Святого Валентина Чангук и Тэхён порадовали нас закадровым эпизодом, где они вели себя как настоящая любящая пара. Никаких скрытых намеков, только искренние эмоции и нежность. Чангук даже не удивился появлению Тэ, он точно знал, что его любимый обязательно придет. Давайте испытаем эти эмоции снова. Четвертое место. Забота. Дом – это место, где твоему сердцу комфортно и уютно, где молчать в тишине спокойно, там, где живет любовь и уважение. Третье место. Новости. Болеет, шмыгает носом, но все равно милашка. А теперь давайте поговорим о недавно вышедшем тизере. Честно говоря, у меня смешанные чувства. Чангук, если тебя держат в плену, моргни. Ну а если серьезно, то к чему это было? Стоит говорить себе Чангук заученные слова, зачем его дергать? Или шоу не продается без этого? Слова Чимина о том, что он не уверен, можно ли это показывать в эфире. Это еще на кого-то работает. Что нельзя показывать? Как он ударил Чангука по лицу из-за того, что тот храпел? Об этом сами парни говорили на эфире в виде шутки, которая не понравилась Тэхёну, или нельзя показывать, как за кадром Чангук, уставший от перелетов, проводил время в одиночку. Или, может быть, нельзя показать, как Тэхён сидел за кадром и наблюдал за этим. Я ничего против не имею этого варьете, но зачем писать Хайбу такие тексты для ребят? Это что, фанфик? Им не смешно от самих себя? Почему нельзя просто показать отдых двух друзей одной группы? Без подтекстов и подобных грязных вещей. Участники группы очень популярны, их контент и так продается хорошо, и подобные тексты, я думаю, противны и самим парням. На видео хорошо видно, что Чимин и Чангук устали уже сами от этого. Чангук шмыгает носом, он тогда приболевший был, но кого это волнует, правда? Важнее же контент. Кстати, на полном видео хорошо видно, что парни читают текст, который на телесуфлере перед ними. Это можно отследить и по глазам Чангука, когда он говорит. Все еще не осознаю и не понимаю Тэхён, который стал больше и крупнее всех участников. Спецназовец Тэхён, который стреляет из оружия и выглядит как боженька в свои лучшие годы. Да, все фанфики прячутся, все блекнет на фоне этого нереального человека. Джин говорит об участниках. Когда я служил в армии, я очень скучал по участникам, поэтому подумал, что они, должно быть, чувствовали то же самое. Я также был очень благодарен им за то, что они проделали весь этот путь ради меня. Послание для участников. Наши участники. Время летит быстро, поэтому, если мы будем жить прилежно и хорошо, настанут радостные дни. Я буду усердно работать над тем, чтобы добиться успеха в будущем, так что я надеюсь, что вы будете здоровы и выпуститесь достойно. Я не в порядке, и Тэхён тоже.
По корейским новостям показали процесс создания кукол Вимотел. Художник говорит, что Тэхёна легче всего изобразить, потому что у него четкие черты лица, а вместо губ достаточно нарисовать сердце. Я нарисовал около 30 разных образов Тэхёна. Во время выступления «Idol» мне удалось увидеть его в ханбоке, что очень вдохновило меня. Тем временем выставка Type 1 в метрополисе в Метротауне, Ванкувер, Канада, продолжается. Очередь из желающих посетить выставку по-прежнему огромна, а армия жалуется, что в электронной очереди третий день постоянно более 1000 человек. Счастливчики, попавшие на выставку, делают креативные фото на память, повторяя позы Тэхёна, говорят, что иногда это очень сложно сделать. Самоинтервью Тэхёна. Японский фан-клуб. Тэхён сказал: «Когда дело доходит до искусства, я думаю, что есть нечто, что может выразить больше, чем слова, когда я хочу высказаться. Но не могу выразить себя словами. Я думаю, что есть вещи, которые можно выразить вместо слов, будь то с помощью живописи, фотография или перформанс-арт. Мне кажется, это больше подходит для меня. Я использую действия, а не слова, и мне нравится передавать что-то большее, чем слова, и я думаю, что это приятно». Отношение Чангука и Тэхёна — это следовать за ним хвостиком. Один год назад, в день релиза Seven, Чангук выступил вживую на TV Good Morning America. Он был первым кей-поп и корейским солистом, выступившим в серии летних концертов ГМА, а билеты на его выступление были распроданы менее чем за минуту. В тот день случилась непогода, небо просто не выдержало бешеной энергетики Чангука, но он все же смог убить всех наповал. С какой улыбкой они за собственной шалостью наблюдают потом. Джин в Инстаграм. Я красавчик. Новые фото Намджуна с сослуживцами. Можно вечно смотреть, как эти двое готовят друг для друга.
Джин стал первым, кто получил звание особого элитного воина. Джин сказал: «Я был асом в армии. Я делал все, что мне говорили. К счастью, я был первым, кто получил звание особого воина. Я сделал 18 выстрелов из 20 возможных в стрельбе». Вопрос: какие изменения вы заметили в себе по сравнению с тем, что было год назад? Ответ Джина: я думаю, что самым большим изменением стало мое мышление. Мой гламурный и сияющий образ начал понемногу исчезать. Я считаю, что сегодняшняя съемка знаменует начало моего возвращения в прайм-тайм. Так что, пожалуйста, с нетерпением ждите, когда мой внешний вид улучшится. Вопрос: у вас появились какие-нибудь новые привычки? Ответ Джина: моя новая привычка. Забавно это так называть, но я всегда придерживаю пальцами край своих брюк вот так. В армии существует правило, запрещающее засовывать руки в карманы, поэтому у меня, естественно, выработалась привычка вместо этого класть их на брюки. Вопрос: есть ли какой-нибудь предмет, который вы часто носите с собой в последнее время? Ответ: обычно я ношу с собой только две вещи – свое тело и телефон. Но если я куда-то собираюсь, то беру с собой бальзам для губ. Итак, всего 3 предмета. Вопрос: не могли бы вы немного рассказать нам о своих планах на будущее? Дать спойлер? Ответ: я работаю над своим сольным альбомом. Помимо сегодняшней съемки, у меня запланированы различные другие мероприятия, включая много разных шоу. Эту разницу в отношении почувствует каждый. Джин на эфире. Вчера, так как я нес факел, мне подарили вот это. Это та штука, которая находится на факеле, посередине между верхней и нижней его частями. Спасибо. Я так благодарен за то, что пришло так много фанатов поддержать меня. Это стало для меня таким вдохновением. Я смог увидеть так много армии. Вы придали мне силы. Я хотел бежать, но для каждого человека установлено время эстафеты огня, поэтому я шел пешком. Эта прогулка, она не была тяжелой, не было слишком жарко. Но мне показалось, что это заняло немного больше времени, чем изначально ожидалось. Я не понимал, какие эмоции должно передавать мое лицо. Мне хотелось улыбаться, но я немного нервничал. В целом я доволен, так как смог хорошо все завершить. Большое спасибо за предоставленную мне возможность, которая выпадает раз в жизни. А еще я готовлю свой альбом, записываю и провожу встречи, мы много чего обсуждаем. В последнее время я в основном просто работаю, и есть проекты, анонс которых еще не был выпущен, поэтому я не знаю, о чем сейчас мне стоит говорить. О чем мне поговорить? Ох, съемки для W Korea закончились. Я думаю, что я сделал 60% того, что запланировал. Я слышал, что фанатам интересны мои военные истории, и они хотят, чтобы я ими поделился. Действительно ли военные истории так интересны? Большую часть я уже забыл, поэтому не знаю, о чем говорить. Там я был очень близок со своими однополчанами и до сих пор иногда поддерживаю связь. Юниорам я очень нравился. Я забыл большую часть своих военных историй, так что поделиться особо нечем. Джин троллит участников, что они пропустили фёсту. 다음 6인 삶 때는 너네 나와 있으니까 너네가 잘 해야 된다. 뭐 다 같이 하면 좋긴 하지만 다 같이 준비할 시간이 없으니까 그땐 난 너희들을 믿어. Чангук для тревел-шоу. Вторая глава, в которой у участников настолько нет денег на одежду, что им ее уже рисуют.
Сколько счастья в улыбке Чонгука. Имя Чонгука включено в список Gold House 2024 и ИСТО как одного из лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, оказавшего наиболее значительное влияние на американскую культуру. Признание Чонгука как крупнейшего кей-поп-музыканта в Америке было добавлено на его страницу в Википедии. Этот Тэхён – лучшее начало дня. Ким Тэхён и все оттенки красоты. Красота бывает разной. Нежной, смотря на которую сердце наполняется теплотой, манящей, когда не можешь противостоять ей и идешь у нее на поводу, притягивающий взгляд. Когда одного мгновения недостаточно, чтобы осознать, что ты стоишь и залипаешь на кого-то или на что-то уже несколько минут. Лишающий дара речи и способности ясно мыслить, когда можешь только восхищенно приоткрывать рот, пытаясь что-то сказать, но не можешь подобрать слова, ибо находишься под ярким эмоциональным впечатлением, и мозг категорически отказывается думать, наслаждаясь состоянием эйфории. Мне нравятся все его образы, будь то сценические или обыденные и повседневные. Если человек нравится нам, то мы любим его любым, будь он сонный с утра, с вороньим гнездышком на голове, в спортивных штанах и футболке, в наших глазах. Это выглядит мило. На мой взгляд, красота Тэхёна не броская, не вычурная, не навязчивая, она натуральная, даже когда ему делают яркий сценический макияж или макияж для фотосессий. Он выглядит естественно, словно так и должно быть. В дополнение к внешней красоте, у Тэхёна доброе сердце, он любящий и заботливый человек, и что все, что он говорит и делает, это от души, а не потому, что это его работа и так надо. Он невероятный. Самые мудрые цитаты Чонгука, которые придадут вам силы. Без гнева или печали вы не сможете почувствовать настоящего счастья. Даже если у нас трудные времена, это очень важно, когда мы счастливы. Вы должны строить свои собственные цели и мечты. Я думаю, это действительно печально, что у некоторых людей нет шанса осуществить свои мечты из-за давления извне. Не делай того, что тебе не нравится. Просто делай все, что хочешь. Усилия заставляют тебя. Однажды ты пожалеешь, если не будешь стараться изо всех сил сейчас. Не думай, что уже слишком поздно, но продолжай работать над этим. Это может занять время, но нет ничего хуже, когда ты тренируешься. Вам может быть грустно, но это свидетельство того, что у вас все хорошо. Я не могу просто сказать «не унывай», несмотря ни на что, но посреди этих трудностей постарайся найти это маленькое счастье. Когда люди влюблены, сердце для компромисса и понимания друг друга важнее всего. Никто не знает, что будет дальше, но упорная работа нас куда-нибудь приведет. Мы должны стараться уважать и понимать друг друга. Нам нужно быть внимательными к другим. Только тогда мы сможем понять друг друга, сблизиться и стать единым целым. Тебе действительно нужно учиться, но не страдай из-за этого. Потому что из-за этого ты можешь упустить то, чем хочешь заниматься. Тебе нужно создать свою собственную мечту. Это разбивает сердце, когда тебя принуждают другие. Мне по-прежнему интересны люди моего возраста. Как они живут, о чем думают, каковы их цели и мечты. Что я могу сделать в данный момент и помочь им, так это музыка. Песня, которая может подбодрить и утешить их в трудные времена. Сожаление. Если ты будешь пересматривать то, что у тебя плохо получалось, это тебе не поможет. Прошлое есть прошлое.
Давай попробуем быть большим человеком с большим сердцем. Не переутомляйтесь, занимаясь чем-то, не травмируйтесь и будьте здоровы, чтобы вашему телу не стало плохо. И я надеюсь, что вы благополучно достигнете желаемого. Я всегда буду болеть за вас. Его крошечные танцы, когда он кушает. Правильно, Чангук. Все свое надо уносить с собой. Чангук сказал, какая твоя любимая поза для фото? Я часто делаю Ви пальцами и надуваю губы. Ну, тут черным по белому, даже у самого Тэхёна не наберется столько селок с его фирменным жестом. Это то, на что мы залипать можем бесконечно. Эти сердечки. Милые дамы и джентльмены, опишите свои чувства, когда вы первый раз увидели этот ролик. Меня он просто разорвал на мелкие кусочки. Это что-то на бойфе языке. Самая милая деталь в последнее время. Второе место. Это так интимно. Что тут происходит? Чангук пытается контролировать себя. Это милая привычка. Первое место. Признание в любви. Чангук говорит Сарангаэя. Тэхён просит, скажи это на английском.
Чангук говорит «I love you». И сразу же Чангук смотрит на Тэхёна. Считаю это признанием в любви на весь мир. 사랑해요. 란다비. 란다비. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.